Для плетения цветка нам понадобится 4 оттенка цвета. Оранжевый, желтый, красный, белый цвет. Весь китайский бисер 12 номера. Белый цвет у меня такой вот с перламутровым окрасом. А цвета оранжевый, красный, желтый, как прозрачное стекло. Также нам понадобится на ось проволочка 0,5 диаметра, где-то длиной 15 сантиметров, и рабочая проволока 0,4 диаметра. Я к осевой проволоке 0,5 диаметра примотаю немножко проволочки 0,4 диаметра. И теперь от осевой проволоки отмеряем рабочую проволоку длиной ориентировочно 150 сантиметров. Сначала я хочу обратить ваше внимание на сам лепесток. Есть определенный принцип вплетения этого лепестка, которым нужно придерживаться, а некоторые придерживаться определенной схемы здесь не нужно. То есть желтого цвета и оранжевого цвета в процессе плетения я буду набирать произвольно, и вы тоже можете набирать так же. Просто какой вот чувствуется цвет, просится, такой я и буду набирать. Только имейте в виду, что внизу должно быть больше оранжевого цвета, то есть где-то вот в серединке желтый цвет, а попка оранжевая. То есть эти цвета мы набираем произвольно, ориентировочно. Уже вот эти вот разводы красные на белом фоне приблизительно вам сейчас покажу, как сделать принцип вот этого вот плетения. Но все равно каждый раз, когда вы будете плести новый лепесток, придерживаясь вот этой вот схемы, все равно у вас волнушки вот эти вот будут всегда по-разному смотреть. Это и к лучшему, так как в природе одинаковых лепестков практически не встретить. Вот, давайте приступим. Как я уже условно сказала, желтый цвет и оранжевый цвет мы будем набирать в произвольном порядке. Набираю на ось сначала где-то бисеринки 4 в данном случае желтого цвета. Дальше немножечко оранжевого цвета, а уже заканчиваем ось красным оттенком бисера, так чтобы на оси всего было 4 сантиметра бисера. У меня проволочка длинная. Лучше сразу отмерить рабочую проволоку необходимой длины, так как если вы будете ее добавлять, то ножка, то вот здесь вот эта вот ножка постоянно будет утолщаться, а нам этого категорически нельзя. При сборке это будет очень-очень заметно. Утолщать ее не следует. Так, набираем на рабочую проволоку желтый бисер. Тоже где-то бисеринки 3-4, а оранжевого бисера мы наберем чуть меньше, чем на оси. Ну вот, думаю, видно, оранжевого цвета чуть меньше, чем на оси. Дальше нужно набрать красный бисер, закрепиться за ось. Так получается. И точно в такой же цветовой последовательности заканчиваем вторую пару дуг, ориентируясь на противоположную сторону. Здесь уже произвольно я хочу оставить, допустим, такое количество желтого цвета, немножко оранжевого цвета. И дальше, чтобы закончить дугу, набираю белый бисер. Вот что получается. Здесь, не доходя до макушки, буквально там 2 бисеринки, оставляем где-то вот такое количество белого бисера, остатки убираем. На рабочую проволоку набираем небольшое, прям совсем количество красного цвета. И на ось набираем дополнительную красную бисеринку. Закрепляемся за ось. Сами смотрите, где изнаночная сторона, где лицевая. Нам надо, чтобы кончик был заостренный, поэтому мы добавляем бисеринки. Вот так получается. Здесь тоже оставляем на макушечке
Где-то 2-3 бисеринки. Я 2 оставлю, остальное уберу. Дальше набираем белый цвет. В противоположной дуге белый цвет должен быть меньше, чем на предыдущей дуге. Здесь уже набираем красный цвет. Также немножко оранжевого и чуть-чуть желтого. Так, начинаем третью пару дуг. Также в произвольном порядке желтый, оранжевый набираем. Вот у меня желтого здесь вот столько осталось, я его даже снимать не буду. Я здесь оранжевый набирать не буду, а наберу сразу немного красного цвета. Так, красный набрала. Теперь нам нужно уже здесь быть повнимательней, так как будут начинать вырисовываться язычки у нас, как бы разводы. Для этого я после красного цвета на третьей паре дуг набираю где-то 4-5 бисерин белого цвета. Набрала. Затем идут 4 бисеринки красного цвета. Неважно, на каком уровне они лягут, потому что, говорю, каждый раз, когда вы будете плести, придерживаясь вот таких вот правил, все равно листики получаются разные. Дальше, чтобы закончить дугу, нам нужно набрать остаток, это белый цвет. Пока столько. Спускаем все бисеринки, выравниваем. Вот что должно получаться. Теперь точно так же, не доходя до оси, убираем лишнее. На ось одеваем одну красную бисеринку и красный бисер на рабочую проволоку и закрепляемся за ось. С противоположной стороны также оставляем красный бисер, набираем прям где-то сантиметра 1,5, наверное, белого цвета. Так, вот столько наберу, это пойдет уже, я знаю точно. Вот, когда вы руку набьете, вы тоже уже не будете все это примерять, а сразу будете делать. Я делаю сразу, чтобы было все это побыстрее дело. Так, дальше здесь уже после белого я набираю 2-3 бисеринки красного цвета. Так, и опять набираю белый цвет, побольше уже. Все это спускаем и смотрим, что получается у нас. Так, теперь смотрите, белый бисер оставляем где-то вот такое количество. Вот на соседней дуге красный бисер у вас находится где-то половину. На уровне половины этого красного бисера оставляем белый. Вот, лишнее убираем. И где-то до конца красного бисера набираем красный бисер уже на вот эту рабочую проволоку. И также в произвольном порядке, какой цвет больше вам нравится, желтый, оранжевый, набираем и заканчиваем третью пару дуг. Вот так должно получаться. Думаю, видно и понятно. Тут белый цвет. Вот. Начинается один из завершающих этапов. Это 4-я пара дуг. Также здесь в произвольном порядке желтый, оранжевый бисер. На том уровне, где начинается красный цвет, на 3-й паре дуг, на 4-й паре дуг тоже должен начинаться красный цвет. И мы набираем его вот такое количество, чуть меньше, чем на противоположной дуге вот этой вот точки. И дальше также заканчиваем дугу белым цветом и заканчивая с одной добавочной бисеринкой, и на макушке также красный цвет. Не забываем про красный цвет на макушке. На противоположной стороне тоже также начинает вырисовываться язычок. На вершинке лепестка оставляем 2-3 бисеринки красного цвета, добираем белый цвет. Так, смотрите, здесь тоже аналогичная ситуация.
чтобы разводы начали проявляться, нам нужно где-то набрать вот такое количество бисера. Здесь 3 бисеринки. Мы на уровне вот этих 2 бисеринок набираем белый цвет, а 1 бисеринка, чтобы оставалась, и на этом уровне начинался красный цвет бисера. Побольше его набираем. Такое количество красного бисера пускай остается, и также в произвольном порядке оранжевый и желтый бисер набираем. Точно так же начинаем 5-ю пару дуг, но теперь нам ось уже как бы не нужна, мы теперь будем делать отступы. Точно так же желтый оранжевый цвет набираем, но чуть выше уровня красного цвета. Пускай будет вот так. Дальше набираем красный бисер чуть меньше, чем на предыдущей дуге. То есть вот такое вот количество набрали. Сейчас будет вырисовываться язычок. Вот, добираем белый цвет, но не закрепляем за ось. Здесь делаем отступ. Отсчитываем где-то бисеринки 2-3, но ориентировочно, опять же таки. Вот. Где-то вот такое вот расстояние должно быть. Лишнее с проволочки убираем. Как мы плетем резные такие с бороздками листики, точно так же закрепляем проволочку за соседнюю дугу. Вот. С лицевой стороны на изнаночную просовываем ее. И вот на каком уровне мы отметили, на том уровне мы закрепляем эту проволоку. Набираем белого цвета чуть больше, чем на предыдущей дуге. И спускаемся вниз. Вот так, на таком уровне, значит, должно получаться. Дальше мы набираем 4 бисеринки красного цвета и 3 бисеринки белого цвета. Вот так, то есть уже вырисовывается вот этот вот язычок. Вот, теперь нам нужно закончить дугу. Здесь нужно также набрать немножко красного цвета, ну уже в свободной форме желтый и оранжевый цвет. Так, теперь еще хочу обратить ваше внимание, начиная после того, как начинаются вот эти вот отступы у нас, мы начинаем как бы закрывать желтый цвет. Также все в произвольной форме. То есть, чтобы вот как вот на этом лепестке вот желтый цвет в середке, а конец лепестка у нас должен был быть, закрывал бы оранжевый цвет. То есть желтое пятнышко должно, а внизу уже оранжевый. Значит, мы здесь уже, смотрите, подводить будем, стараться у основания вот этого вот конца лепестка уже делать больше оранжевых включений. Так, ну красного набираем где-то, ну, пускай вот на таком уровне, то есть ну, где-то сантиметр, ориентируюсь, не доходя до белого цвета. Оставляем красный и добираем белый цвет. Также закрепляйся проволоку за соседнюю дугу, ориентируясь на уровень противоположной стороны.
Дальше набираем немного белого цвета и спускаемся вниз. Пусть вот на таком расстоянии. Так, чтобы вам ориентир держать, это вот лицевой стороной, а то тоже путаться будете. Лицевой стороной сейчас я смотрю, ставлю на вас. Набираем дальше красный цвет. Вот на таком расстоянии. Делаем вставку где-то из 3 бисерин белого цвета. Набираем красный цвет и также желтый, оранжевый. Лицом я буду показывать теперь к вам, чтобы вам наглядно был понятен рисунок. Приступаем к следующей стороне. Здесь пускай у меня оранжевый цвет вот в таком количестве остается. Желтый можно не добирать. И набираю красный цвет. Дальше мы набираем белый цвет. Белый цвет мы набираем такое количество, чтобы у нас получилась одна бисеринка красного цвета вот здесь вот. То есть вот так вот мы набираем, даже одну убираем, еще одну. Вот, вставим еще одну красную бисеринку, и дальше пойдет белый цвет. То есть нам нужно закончить вот этот вот треугольник, вот этот вот язычок пламени, да. Одна красная и дальше уже белый цвет. Так, смотрите. И у нас вот здесь получился такой вот как бы пламя язычок из цвета. Потом все это прошьется, и в лепестке плавающих дуг не будет. Здесь мы закрепляем второй раз за вот этот отступ. Также с лицевой стороны на изнаночную проводим проволочку за соседнюю последнюю дугу к верхушке, к макушке этого отступа. Закрепляем проволочку. Здесь уже дальше опускаемся вниз. Прям набираем, не боясь, побольше белого цвета. Ну вот смотрите, белого цвета прям побольше набрали. Сразу вырисовывается у нас уже рисунок. Набрали так. Там, где заканчивается у нас красный бисер, чуть-чуть прям совсем не доходя. Вот, набираем красный, то есть видно вам границу. Чуть выше набираем красный, потом желтый, ну и оранжевый. И закрепляемся за ось. Так, еще раз повторюсь, я буду показывать вам лепесток лицом к вам. То есть лицевой стороной к вам, чтобы вам ориентир держать на рисунок. Так, вот дальше у нас так, желтый, оранжевый в свободной произвольной форме. И дальше набираем красный цвет на одну бисеринку больше, чем на предыдущей дуге. То есть где красный, на одну бисеринку больше набираем. Дальше нам нужно набрать где-то бисеринок 6-7, может быть, белого цвета. Так. Ну, пускай вот где-то вот на таком уровне. Дальше красный цвет немножко меньше, чем на противоположной дуге. Вот здесь сейчас тоже будет вырисовываться рисунок. Вот где-то вот так должно получаться. И точно так же белым цветом закрепляемся за отступ.
Так, лицом к вам показываю. Вот, набрали 3 бисеринки красного цвета. Дальше прям побольше белого цвета набираем. Вот на таком уровне где-то, да. И прям чуть-чуть совсем 4 где-то бисеринки красного цвета и оранжево-желтый. Так должно уже получаться. И осталось совсем немножко. Здесь уже работать будем почти только белым цветом. Набираем здесь тоже желтый, оранжевый, там какой вам более нравится. Добираем белый цвет. Так, смотрите, здесь уже мы закреплять две пары дуг еще осталось, грубо говоря, да. И здесь уже где-то вот на таком уровне, смотрите, там вот где-то сантиметр оставляем сверху, сантиметр. Вот, лишнее с проволочки убираем и закрепляемся за соседнюю дугу. Так, и точно так же белый цвет. И здесь вот в конце, наверное, лучше оранжевый, чтобы закрыть основание лепестка уже. Лицом показываю к вам. Все, эта сторона закончена. Здесь мы набираем, как раз у нас проволочки хватает, здесь оранжевый цвет. Добавляем немного желтого, совсем немножко. Так, угу. Вот, и здесь нам нужно набрать, вот так я к вам поверну, набрать красный цвет чуть больше, чем на предыдущей дуге. Вот, смотрите, на таком уровне набрала. Вот, дальше идет у нас белый цвет. Одну бисеринку красного цвета, чтобы закончить язычок, и белый немножко. Так, смотрите, то есть вот так как-то получается. И на противоположном уровне, здесь вот мне нужно вот на этом, наверное, уровне закрепиться за ось. Ну вот, закрепились. Дальше белый цвет. И здесь немножко белого цвета, чуть меньше, чем на противоположной дуге. Вот, немного меньше. Дальше набираем красный. И уже там желтый, оранжевый. Я хочу оранжевый. Давайте лишнюю проволочку отрежем. Осевую проволоку отрезаем, загибаем на изнаночную сторону ось. И вот что у нас получилось. Принцип я вам уже показала. Теперь этот лепесточек нужно прошить. Прошивать мы будем на вот этом уровне, чтобы вот это расстояние где-то было сантиметр. И вот отсюда вот так прошиваем лепесточек. То есть вот смотрите, вот я прошила лепесток. И у нас получились вот эти волнушки. Вот здесь потуже затягиваем проволочку. Так, прошивать, показывать, наверное, я вам не буду. Если кто не знает принцип прошивки, я покажу вам просто при плетении листьев. На один цветочек нам понадобится 6 таких лепестков.
Вот, если даже обратить внимание, они все равно как бы все сплетены по одной схеме, но все разные. Все равно как-то немножко отличаются. Вот. Для пестика нам понадобится зеленый бисер. Я взяла вот такой вот зеленый цвет, светло-зеленый с таким каким-то, он, знаете, радужным отливом. Так, проволочку длиной где-то 30 сантиметров отрезаем от катушки, и эта проволочка может быть либо 0,3, либо 0,4 диаметра. У меня 0,3. Вот, и набираем на проволочку небольшое количество бисера. Так, это бисер китайский. Вот знаете, он вот немножко мельче, чем обычный 12 номер. Где-то, наверное, 11. Я наберу 5-6 бисерин этого цвета и вывожу в середину. То есть кончики выравниваю, вывожу в середину. Вот, и делаю петельку. Вот. Теперь с обеих сторон проплетаем еще по одной такой петельке, где-то по 5-6 бисерин. Теперь по обе стороны от этих петелек набираем по 4 сантиметра бисера. Соединяем проволочки между собой. Вот. И чтобы бисер у нас не соскальзывал вниз, мы здесь вот как бы делаем такую большую петлю. Вот эти вот как бы вот эти вот петельки наверху равномерно распределим. Как цветочек такой получиться должен, да? А вот эту петлю, грубо говоря, да, одну мы прокрутим. Вот таким образом. Так, это у нас будет такой вот пестик. Вот, пестик готов. Теперь приступим к тычинкам. Для тычинок нам понадобится еще и желтый цвет. Для этого здесь уже советую использовать проволоку 0,3 диаметра. Так, проволочка длиной 45 сантиметров у меня. Сначала ее отрезаем от катушки. Набираем 1,5 сантиметра желтого цвета. Немножко ее сюда так спускаем, чтобы небольшой хвостик, да, остался у нас. Вот, и делаем также петлю. Дальше на один из концов проволочки набираем 5 сантиметров зеленого бисера. 5 сантиметров. И теперь другим концом проволочки в обратном направлении от желтой петли нам нужно пройтись через все бисеринки. Такая вот тычиночка получилась. Теперь с длинным концом проволоки также набираем 4 сантиметра бисера зеленого цвета. Далее 1,5 сантиметра желтого цвета. Здесь, смотрите, опускаем все это вниз. Теперь свободным концом проволоки мы отодвигаем желтый бисер и проходим в обратном направлении через зеленый бисер.
Так, вывели, подтягиваем. Как можно ближе к предыдущей тычинке. Вот. Здесь схватываем и затягиваем вот этот вот желтый бисер. И получается автоматически у нас петля. Вот. Таким же способом проплетаем еще 4 тычинки, чтобы в итоге получилось 6 штучек. Так, промахнулась я с размером проволоки, сказала где-то 45 брать, но нет, не хватило у меня всего на 3 тычинки, тут остался совсем маленький хвостик, да. Вот, я сделала по 3 тычинки, по 45, по 40 сантиметров. Если плести в общей сложности, то нужно где-то проволочку длиной 80 сантиметров брать, значит. Так, теперь мы возьмем наш пестик. И к пестику прикрутим тычиночки. Ну и с другой стороны прикрепим еще 3 штучки. Даже так как-то лучше, наверное, получается. Делайте по 45 сантиметров, по 3 тычинки. Тогда у вас с обеих сторон вы расположите эти тычинки в середине, и прям в серединке получится пестик. Лишние проволочки надо удалить, чтобы при креплении ножка у нас не утолщалась. Ну вот. Ну, впоследствии там вот эти вот тычиночки, они вот так как-то у тюльпанчиков там смотрят. Это мы уже в конце, в самом цветке уже можно это все выпрямить.